Привет, друзья! Те, кто уже неоднократно смотрел наши видеообзоры, понимают, для чего я надел этот водолазный костюм. И что сейчас мы представим вам обалденный новый костюм робота Алёши. Не то чтобы это робот Алёша 3.0, это по-прежнему робот Алёша 2.0, но уже рестайлинговая версия. Чем робот Алёша новый, точнее сказать, ну вот эта вот версия отличается от предыдущей? Она улучшенная. Чем я вам сейчас подробно расскажу, но главная фишка этой новой версии в том, что она гораздо более удобная для самого аниматора. И более того, мы сейчас попробуем провести эксперимент, который заключается в том, что я самостоятельно, без чьей-либо помощи, залезу в этот костюм, включу его и начну функционировать. Хочу обратить внимание вот на вот этот вот корпус. Раньше он был составной, из нескольких деталей. Эти детали мы склеивали. Теперь, как видите, он цельный. И он целиком вот так вот повторяет рельеф плеча. Без лишних зазоров. Это плечо стало гораздо более удобное, крепкое. И оно не развалится у вас в процессе движения. Потому что сейчас это уже инженерное сооружение. Вот здесь, вот в плечевой области, мы сделали вот такую вот выемку. Эта выемка позволяет вот так вот плечу двигаться и не задевать, в общем, меньше тереться позволяет его, что увеличивает нам срок службы этой детали. Видите? Ну и более того, на мой взгляд, стало очень даже красиво и логично. Вот это здесь закругление. Что еще? Динамик у нас стал более громкий за счет того, что мы перестали сверлить здесь отверстия, а сделали вот такую вот красивую тканевую заслонку, сеточку. Смотрите, как красиво смотрится. Так, что еще? Очень важный момент — это задняя крышка. Друзья мои, открывать ее теперь одно удовольствие. Опаньки, крышечка отстегнулась, опаньки, крышечка пристегнулась. Да, внутри крышки теперь стоят мощные неодиомовые магниты, которые эту крышечку держат в нужном положении. Итак, для того, чтобы самостоятельно надеть этот костюм, для начала нужно все подключить. Подключить голосовой преобразователь, вставить аккумуляторы, все, в общем, подключить. Так, вставляем микрофон. Микрофон у нас вставляется здесь, вы найдете под него штекер. Угу. Проверяем, включена ли колонка. JBL колонка. Включаем ее. Далее открываем эту крышку. И включаем преобразователь. Можно сразу включить подсветочку. Включаем преобразователь голоса. Как я уже и говорил, включается он вот этими двумя кнопками. Индикация заработала. Проверяем микрофон. Раз, два, раз, два. Выводим. Раз, два. Да. Забыли включить его здесь. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел. Зайчик погулять. Так, все работает. Настраиваем уровень громкости, который нам нужен. Ну, допустим, этот уровень меня устраивает. Закрываем.
Мгм. Вот только не придумали, куда девать этот пультик. Ну, можно его просто выкинуть. Так, ладно, надеваем ноги. Сначала надеваем ноги. Разумеется, здесь мы ускорим съемку в режиме реального времени, чтобы нам самим интересно, сколько займет это времени. И теперь самое интересное. Нужно аккуратно надеть этот костюм, не уронив его. Получится ли это у меня? Это большой вопрос. Весит костюм довольно много. Мы еще его не замеряли, сколько он весит. Ну, я так полагаю, что килограмм... О, свет, включите мне свет. Настроишь? Да, спасибо. Я так полагаю, что килограмм 10 он весит вверху. Ну еще бы, тут у нас находятся колонки, батарейки и все такое. Да, я забыл сказать, что эти колоночки со звуковыми эффектами, их тоже нужно заранее включить. Можно будет потом, конечно, но давайте заранее их включим. Угу. Включаем. Рано я его снял с вешалки, потому что теперь, вот, видите, забыл их включить, приходится корячиться. Угу. Не обязательно это все делать на весу, можно положить костюм, но мы не ищем легких путей. Итак, следим, чтобы все кабели у нас были в зоне доступа. Верхний кабель здесь. И надеваем. Что мне дождик? Проливной, тогда, мои друзья, не со мной. Так, ларяк надели вот так вот его на плечи. На плечи надели. Смотрим, чтобы нам тут ничего не мешало. Смотрим, чтобы все штекеры нет. На штекеры нет попадания. Я сам должен найти. Я должен найти этот штекер. Это же эксперимент. Дело в том, что штекер, который соединяет голову, вот он, завалился у меня за спину. Нужно будет продумать, как его фиксировать. Итак, что делаем дальше? А дальше мы подключаем провода ног. Провода ног подключаются следующим образом. Находятся все эти провода. Ага, вот они. Подключаем одну ногу. Подключаем вторую ногу. Да, приходится это делать на ощупь. Конечно, с помощником будет легче. Но это же эксперимент. Так, колонки. Не забываем колонки с эффектами звуков ног подключить. Раз колоночка и два колоночка. Уже достала. Мне тут подсказывают. Есть. Вот я уже начинаю звучать. И практически весь горю. Теперь наша задача соединить все фастексы, все резиночки. И эта задача не самая простая, но возможно. Отводи, я каждый найди. Вот, у нас идет фастекс, который ногу держит в неподвешенном состоянии. И этот фастекс нужно найти у нас на поясе. Ну, давай так. Один фастекс. Тут задушки. Один фастекс. И второй теперь ищем фастекс. И вот типа там длинность что-то, да? Ну типа. Второй фастекс. Ага, нашел. Нашел второй тоже. Итак, теперь эта попа должна у нас быть здесь между. Что у нас с поясом? А с поясом тут самое интересное. Вот это вот верхняя часть. Вот это вот фастекс.
Да, надо сделать их чуть-чуть придумать. Нет, подожди. Чуть-чуть. Чуть-чуть. А да нет. Чуть-чуть. Надо заднюю сделать длиннее, переднюю. Покажи капли пота на мою лбу. Да, есть. Я нашел. Я нашел. Но Надо нет. заднюю сделать длинную, а переднюю короткую, тогда будет хорошо. Мы переделаем. Да, обещаешь? Да. Ладно, тогда я прошу мне помочь. Прошу мне помочь. Давай. Я пока сниму себя. Меня только не Да. надо, хорошо. Один фастекс у меня не получилось закрепить. Это провал. Провал, но не критичный. Всегда в гримерке есть кто-то, кто может помочь. Я покрылся уже не одним слоем пота. Итак, у нас есть еще один фастекс, вот он, в паховой области, который застегнуть мне, не знаю, возможно ли. Вообще возможно. Но уже не переделаем этот момент тоже. Это застегну. Да. Нет. Да, нет. Это будет сделать удобно. Это будет супер крутой выпуск. Где я корчусь. Да, сделано. Так. Ну вот. Фастекс застегнуты. Назад. Это не надо. Пока ничего. И теперь надеваем шлем. Шлем. Чтобы надеть шлем, нужно найти. Опять нужно найти. Найдем шейкеры и микрофончик. Вот он микрофончик. Раз, два, привет. Я приготовился. Мы почти надели. Конечно, нужно же все, чтобы было в зоне досягаемости. Мы почти надели, кроме балаклавы, мне подсказывает. Подсказывает мне Алексей. Балаклаву надеть я уже, конечно, сам не смогу. Выйдем из кадра, потому что Алексей не любит, когда его снимают. Сколько там уже минут длится видео? 12,5. Вот эти 12,5 минут, и я практически самостоятельно уже почти надел. Но фишка в том, что... Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Да. Фишка в том, что опять этот стекер у меня на левой стороне, а этот стекер у меня на правой стороне. Но это непоправимо. Его нужно туда, да, подвинуть. Получится ли у меня надеть шлем? Не знаю. Проверим. Ка-ка-ка-сонька моя. Тихо, тихо. Ладно, это все сделается. Знаете, вот я сейчас надел шлем, и стало намного удобнее и проще, потому что у меня включилась вентиляция, а дует она мне в спину и в лицо. И мне здесь весьма комфортно. К сожалению, я самостоятельно, увы, не могу регулировать преобразователь голос. И здесь мне нужен кто-то, кого я перед мероприятием заранее проконсультирую. А еще у меня там сзади на шее, да, что-то мешает периодически. Да мне? Можно сказать? Ну что, робот поет. Мен, как слышишь меня? Плохо слышно? Значит, нужно сделать погромче. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Так лучше слышно?
Раз, два. А, мы, наверное, задели этот, да? Раз, два, три. Все нормально? Могу идти? Лёш, Да-да-да. раз, два. Раз, два, три, четыре, пять. Я готов идти гулять. Раз, два. Вот так уже хорошо слышно, да? Итак, как я себя здесь чувствую? Вполне комфортно. Руки у меня, конечно же, не раздвигаются до конца. Вот так вот они могут ходить. Но я могу самостоятельно включать и выключать себе вентиляцию. Раз, два, раз, два. Могу здороваться, могу махать ручкой. Нет, если честно, на натуре мне довольно комфортно в нем. Серьезно. Комфортабельный костюмчик получился. Вентиляция работает как надо. Я стою практически прямо. Единственное, немного раздражают эти скрипы. Ну и ладно. Йоу, блин. Короче говоря, вот такой вот костюм получился. Так, попробуем, получится ли у меня теперь снять его. Снимаем перчаточки. Интересно, проще снять, чем надеть, или надеть, чем снять? Угу. Так, есть. Дальше. Надо сказать, что йогой я не занимаюсь. Я не какой-нибудь подготовленный там человек. Вы видите, запросто влез, вылез. Ну еще не вылез. Да, штекер нет, сам я расстегну штекер, наверняка. Расстегнуть проще, чем застегнуть самому. Да. Так, микрофончик сюда. Ну как, я вспотел? Спотел, спотел. Ну, собственно, снимать я его сам не буду. Вы видели, что я прекрасно в него влез, но с маленькой помощью. Не сказал только про планшет. Наверное, забыл, да, сказать про планшет. Здесь у нас установлен планшетик. В нем есть камера. И в данный момент он выключен. Правильно я говорю? Чтобы его включить, нам нужно воспользоваться маленькой какой-нибудь палочкой. Потому что здесь есть отверстие для кнопки. Угу. Сейчас мы его включим.